Всем здорово, народ! Сегодня посмотрим быстренько на ханта в специализации стрельба, он же ММ-хант. Довольно сильный сейчас в рандоме, поэтому будем обозревать. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. На сегодня я подготовил нам два билда. Первый играется через часового, второй через темного следопыта. Это я сейчас говорю про героические таланты. Соответственно, часовой выглядит данным образом. По выборочным талантам ветки часового мы берем левый, и здесь берем правый. Главное отличие билда, когда мы играем через часового, это прокачиваемый талант, соответственно, разрывной выстрел. Берем еще доп. Талант на увеличение урона с него и, соответственно, играем таким образом. А вот в ветке стрельба, когда мы играем через часового, мы себе прокачиваем также талант на залповый огонь, чтобы теперь наш беглый огонь применял разрывной выстрел к противникам, которые будут под нашим вот этим дождем из стрел находиться. Это все вместе синергирует с талантом дозор, с талантом лунная буря, и вот по итогу получается очень даже неплохо. Также видел, что многие отказываются от таланта рев жертвенности, потому что у нас много щитов в часовом и так далее, и вместо него прокачивают себе застрельщика. Но как будто бы очень слабый талант, учитывая, что вы постоянно будете атаковать, и я не знаю, мне не нравится. Он, конечно, приятный, но вы просто не будете под этим бафом практически никогда находиться. Ну и лучше все-таки вкачать себе рев жертвенности, чтобы по вам еще и криты не проходили, и тогда выживаемость у вас прям солидно возрастет. И также еще один присутствует талант на подумать, можете сами определить для себя, что вам больше нравится. Это выбрать либо хитрость, специализацию, либо упорство в ветке стрельбы. Я для себя выбираю хитрость ради дополнительного МСа и активка, которая с нас руты диспелит, или с союзника. Это будет приятно, опять же, если вы играете против, допустим, баланс друидов, которые вот этот столб ставят и рутают. Можно и тиммейта своего просто с рутов этих спасти, он спокойно выбежит и не будет под немотой стоять. Но опять же, поскольку мы в наших героических талантах получаем возможность щиты на себя лутать, плюс если мы еще сокру качаем, взять упорство тоже очень неплохой вариант. У вас будет и хп больше, и по сути получаемый дэмэдж тоже будет по вам понижен, и в итоге вы получаете такой очень жирный ММ-хант, который и с щитами, и с антикритами, и вот с повышенной выносливостью и пониженным дэмэджем по вам. Ну, короче, прикольно, работает вместе. Если выживания не хватает, можете взять упорство. ПВПшные таланты всегда одинаковые. Это двойная контузия, жало химеры. Очень мощная способность вам добавляется в арсенал, когда всего лишь 1 минута, а способностей кучу. По итогу, я не знаю, этот талант не брать, это гига ошибка. Ну и, конечно же, тактика выживания на усиление нашего. Притвориться мертвым, чтобы тоже была имбулька. Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует, также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании, приглашаю на свой бусти, но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. По геймплею все, в принципе, максимально просто и максимально понятно. Скорее всего, вы начинаете бой именно через инвиз, подбираете себе позиционку грамотно, чтобы вы были подальше от противников, поближе к союзникам. И можно начать бой со стандартной комбинацией. Вы кастуете прицельный выстрел, только под конец вашего каста вы из инвиза выходите. Пока ваш персонаж не выстрелил, вы в инвизе будете находиться. Также вы можете раскидывать ловушки, например, в кого-нибудь лекаря закинуть трапу, и только потом начать в дамагеров вскрываться. И вскрываетесь вы через прицельный выстрел плюс разрывной выстрел под конец каста. Все, полетела такая стандартная комбинация, и дальше вы уже смотрите по ситуации. Можно в целом застанить противника, туда сразу же закинуть ваш вот этот вот беглый огонь, чтобы получить проки дополнительные, чтобы вы еще разрывные выстрелы в противников повыкидывали. И дальше смотрите по ситуации. Опять же, чтобы восстановить концентрацию, кастуете быструю стрельбу, и раскидывается вот эта вот лужа, которая лунная штучка. При этом всем, когда вы просто дамажите цель, у вас появляются щиты, которые могут стагаться вот до 355 тысяч, ну, в зависимости от вашей выносливости, в процентах и так далее. В общем, солидные щиты постоянно на вас прокуют, на вас постоянно висят. Если вас начинают бурститься, просто кастуете сокру, начинаете себя защищать дополнительно, чтобы по вам криты не прокали. И опять же у вас имеется 2 заряда вашего щита, который вот выживает сильнейший, который по сути по вам тоже дэмэдж понижает. Это приятно. Жало химера кастуете в лекаря или во вражеского кастера. Сначала замедление, потом немота, потом пониженный дэмэдж и исцеление из него будет выходить. Это всегда приятно. Очевидно, можно использовать супер классную комбинацию через связующий выстрел. Вы кастуете его в противников и туда потом забрасываете фугасную ловушку. Она всех начинает раскидывать. Они, соответственно, пролетают необходимую дистанцию и станется от вашего связующего выстрела. Опять же, скорее всего, вам стоит это использовать на хила. То есть вы хила связали, отбросили, он куда-то улетел под станом, и вы в его улетевшую модельку кидаете потом просто трапу, вашу замораживающую ловушку, и он еще будет стоять потом в заморозке очень долго. Это тоже вам на руку, очевидно. Ну и понятное дело, под ваш основной контроль вы можете прожимать основную мейн такую бурстовую кнопочку, это меткий выстрел. Заезды по вам, или если вы видите, что у вас летит какой-то контроль там по типу полиморфа мага, вы можете просто доджить за счет притвориться мертвым. Опять же, вы и таргет себя сбрасываете, и за счет PvP-шного таланта вы 90% дэмэджа на 2 секунды просто нивелируете. Опять же, это вместе работает со щитами и так далее. Короче, выживаемость у ММ-ханта в данном билде прям, ну, очень солидно. Опять же, вы всегда еще
супермобильные. Если вы играете через хитрость, у вас есть антирут, который вы можете на себя накидывать. Постоянно бегаете, дух гепарда, чтобы убежать от противничка, туда-сюда и помансить. Все приятно. Откидываете милишника взрывным выстрелом, или также можете прерывать касты, просто откидывая каких-то кастеров. И по итогу получается, что кнопок у нас достаточно мало, но при этом функционал присутствует солидный. Вы можете и рутать, и замедлять, и станить, и замораживать. В общем, до хрена у вас дэмэджа вылетает через ваши прицельные выстрелы. И по сути, очень нехило вы можете вместе с каким-то вашим тиммейтом бурститься по таргету. Теперь рассмотрим второй билдачок. Тут у нас уже темный следопыт в героических талантах. Выборочные таланты, которые мы здесь прокачиваем, это левый, правый, левый, правый. Опять же, пройдемся по основным отличиям по сравнению с первым билдом. Тут мы не прокачиваем себе разрывной выстрел вообще, мы не берем и не тратим на него таланты. И за счет того, что у нас появляются 2 свободных поинта, мы выкачиваем себе территориальный инстинкт, чтобы просто сократить время кулдауна нашего стана. И при этом выкачиваем себе еще транквилизатор для Кодо. Но если вы понимаете, что в целом от данного таланта по сетапу смысла нет, или он вам в принципе не нравится, можно отказаться и прокачать себе, например, связующие кандалы. Чтобы когда вы контролили, в общем, очень многим списком, да, способностей вражеского игрока, он потом на 10% меньше дэмэджа по вам наносил, на 8 секунд этот дебаф на нем висит после того, как вы его, соответственно, законтролили. И если мы говорим, опять же, про ветку ММ, про ветку стрельбы, здесь мы не берем себе талант залповый огонь, мы себе прокачиваем зону поражения, чтобы просто увеличить нам дэмэдж на 8%. Залп вы, скорее всего, использовать не будете. И если мы говорим про раскачку именно через темного следопыта, то вот в выборочном таланте здесь хитрость или упорство, я бы все-таки рекомендовал вам брать хитрость в 9 из 10 случаев, потому что он просто более юзабельная по сравнению с упорством. ВПшные таланты здесь также остаются без изменений. Также мы себе берем двойную контузию, также жало химера и также тактику выживания. По итогу я бы разделил данные билды на выживач билд и дамагер билд. Если мы хотим больше дамажить, берем темного следопыта. Если хотим больше выживать и именно упороться в такого плотного ханта, то берем себе часового. И, наверное, даже здесь можно взять упорство, чтобы прям еще плотнее стать и прям реально через засейвку такую поиграть. Что у нас прикольного появилось именно в геймплее, когда мы играем за темного следопыта? Ну, во-первых, если мы находимся в бою, во время применения отрыва мы также замедляем таргеты, которые вот в точке нашего прыжка находятся. Они будут замедлены на 40 секунд, пока не преодолеют дистанцию 8 метров от этой точки, где мы их зарутили. Хотя, конечно же, контузящий выстрел все-таки придется использовать, но в любом случае главное знать, что у нас такой функционал имеется, а там уже как пойдет. При этом у нас заменяется наш убийственный выстрел на черную стрелу. Черную стрелу мы можем использовать теперь к таргетам, у которых 80+ процентов хп и 20 минус. И мы уже, очевидно, будем этим постоянно пользоваться, поскольку будет проще пробивать таргет в начале и проще будет добивать таргеты, которые мы хотим фокусить. Плюс у нас больше проков на нашу черную стрелу теперь будет в арсенале присутствовать. Но начало боя плюс-минус такое же идентичное. Вы также стоите в инвизе и также инвизивно можете накастовать прицельный выстрел или там, допустим, какого-нибудь лекаря поймать в трапу, потом нажать отрыв и потом уже пойти через прицельный выстрел по противничку отыгрывать. Здесь у нас будет, да, постоянное использование черной стрелы, и на ней геймплей заточен. У вас есть и проки черной стрелы, и с черной стрелы у вас взрывы появляются, и также моментальная КД на черную стрелу присутствует, и стаю воронов вы призываете. По сути, у вас просто отказ идет от разрывного выстрела, у вас будет меньше АОЕшного дэмэджа, понятно, само собой, но проще будет пробивать соло-таргет. И это, конечно же, для ПВПшки нам, наверное, более приятно, поэтому все сейчас в основном вроде и бегают через именно темного следопыта, а не через часового. При этом у нас здесь также имеется наш Burst, кнопочка, которая называется меткий выстрел. Также мы ее нажали, начинаем очень быстро все кастовать. Опять же, у нас ускоренный каст на наш прицельный выстрел. Мы очень быстро дамажим нашей стрелой, потому что она очень быстро откатывается, у нее больше проков на нее получается и так далее. И, очевидно, вы становитесь такой пулевой просто машиной, стоите как пулемет, накидываете этими прицельными выстрелами. При этом также присутствует наша комбинация через связующий выстрел плюс раскидывание нашей фугасной ловушкой. Также вы можете накинуть ловушку, которая рутает противников. Также вы можете замораживать вашего лекаря. Также вы можете контузить дамагера какого-нибудь, который вам неприятно делает, например, кастера. Также у вас присутствует жало химеры, которое вы накидываете сначала ради замедления, потом ради немоты, потом ради понижения исцеления и дамага. И вот такой вот геймплейчик за темного следопыта у нас получается. Более такой таргетный, более туннелящий по сравнению с часовым.
По поводу статов сейчас какая-то очень интересная ситуация сложилась. Нам надо набирать примерно идентичные показатели, то есть там 22% универсальности, 22 скорости, 20 искусности и там 15 крита, например. Поэтому приоритет будет примерно равный, но все же универсальность, скорость, искусность, потом крит. Шмотки на ММА я себе фармить не буду, поскольку у меня в планах все-таки играть за Сурв Охотника, и, кстати, о нем будет наш следующий выпуск, такой вам спойлер. Прикладываю скриншотик челикса с топа ладдера, вот по шмоткам, можно у него посмотреть, как качаться, что собирать, какие статы, какие чарки и так далее. На этом видос завершаю, народ. Подписывайтесь на мой телеграм, чтобы видеть все анонсы, ничего не пропускать. Но я же вам желаю прогрессив PvP. Всем чао, всем пока.